Приветствую тебя, мой зритель. Как ты помнишь, не так давно у меня появился свой кастомный сервер, поэтому пришло время улучшать свой контент и делать его более разнообразным. Для начала я хочу более детально разобраться в стрельбе с новых прицелов. В этом выпуске разберем 3Х. Встречается он в обычном мире довольно часто, поэтому понимание его работы крайне важно. Благо он статичный, с ним все немного проще, чем с шестеркой и восьмеркой. У него имеется два варианта сетки, зеленая и красная. Переключаются они, как и везде, на Page Up и Page Down. Яркость, как и у других статичных прицелов, изменяется с помощью колесика мыши. Дистанция пристрелки у данного прицела не регулируется. Так как же правильно с него стрелять? Весь секрет заключается в понимании сетки. Как вы видите, в ней есть центральное перекрестие и 3 дополнительные метки. Они предназначены для стрельбы на разные дистанции. В идеале патроны должны лететь так, как показано на картинке. Что же получилось по факту, давайте смотреть. Для лучшего понимания будем проводить тесты на 2 классах оружия. От автоматических винтовок возьмем наиболее популярную М416, а от снайпера Кар-98К. Как вы видите из проведенного теста, траектория и начальная скорость полета пули у оружия разного класса отличается. И в принципе, в теории вроде бы все легко, просто выбираешь нужное перекрестие и стреляешь. Но по факту все немного сложнее. Во время теста я определял расстояние по карте. Как вы знаете, один большой квадрат имеет стороны по 1 километру, а маленькие внутри него по 100 метров. Конечно, так можно определять расстояние до врага и в игре, но согласитесь, это очень долго и неудобно. Поэтому надо разобраться, как определять расстояние до противника без карты. А делается это с помощью сетки прицела, а именно по ширине черточек. Правда, имейте в виду, что они подразумевают межплечевой размах, и если игрок находится к вам боком, то берите примерно на пол деления ниже. Кстати, если вдруг кто не знает, чтобы оставаться в прицеле после выстрела со снайперки, просто не отпускайте кнопку выстрела. Без этого вы вряд ли сможете увидеть траекторию пули. В общем, подводя итоги, могу сказать, что прицел 3Х можно использовать на расстоянии до 600 метров. От стрельбы на более далекие дистанции лучше воздержаться, так как это крайне неудобно и прицел в принципе для них не предназначен. Так что если других прицелов нет, старайтесь избегать открытых для дальнего огня позиций, а играть от рельефа или от построек. Ну а лучше, конечно, обзавестись в инвентаре 6-кратным прицелом, который гораздо интереснее, о котором я подробно расскажу вам в ближайшем видео. А на сегодня это все, всем спасибо, что смотрели. Если гайд был полезен и вы хотите, чтобы на моем канале их было больше, поддержите видео лайком, подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Скоро вас ждет много чего интересного. Всем желаю удачи. Пока-пока.